Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также появился закрытый канал на Boosty. Вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и смотреть шок-контент, который вы не увидите здесь на YouTube-канале. Там все те расклады, которые YouTube-канал здесь просто-напросто заблокирует. Там все о том, кто такой на самом деле Владимир Владимирович Путин, почему ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин не дошли до Москвы 24 июня, что происходит в России и к чему готовят россиян на самом деле. Существовал ли Иисус Христос и что такое религия и церковь в более широком и глубоком понимании этого слова? Заходите, будет интересно. А для тех, для кого Boosty недоступен или вам просто сложно зарегистрироваться на Boosty, пишите мне в личку или пишите в комментариях о том, что вы хотите посмотреть, но не можете зарегистрироваться. И я приглашу вас в закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Boosty. Сегодня с нами карты безумной луны Патрика Валенса, и поговорим мы о пропагандисте в Российской Федерации, одним из самых известных на сегодняшний день, журналисте, ведущем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Очень многие просили меня сделать расклад на эту личность, что из себя представляет Владимир Соловьев, как на самом деле он относится к СВО и россиянам, и является ли масоном. Все эти другие вопросы зададим сегодня картам. Здравствуйте, карты. Покажите нам, пожалуйста, для начала характеристику личности Владимира Соловьева. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Владимира Соловьева. Что из себя представляет на самом деле Владимир Соловьев. Потому как на экранах телевизоров мы его можем видеть одним человеком, а, возможно, является он совершенно другой личностью. Покажите нам, пожалуйста, что из себя на самом деле представляет Владимир Соловьев по характеристике личности. Что из себя на самом деле представляет Владимир Соловьев по характеристике личности. Паш мечей. Рассказываю, что у нас на карте. Паш мечей у нас облачен во все злато-богато, во все дорого-богато, так сказать. Да? Красный цвет, золотой цвет, золото – это цвет знати, да? Это цвет знатного рода, цвет принадлежности к какому-то культу, возможно, да? Потому что золота действительно много на паже мечей, и это говорит о том, что денежек у пажа мечей тоже достаточно, и его кто-то снабжает этими деньгами, потому как паж, он не может самостоятельно заработать столько золота. Его снабжают за что-то. За что? За то, что он следит за кем-то, за то, что он за кем-то наблюдает. Паж мечей в данной колоде – это обыкновенная шестерка. Как бы это грубо ни звучало, человек-шестерка, который ходит, все узнает, все пронюхивает и докладывает более высокому чину, более высокому человеку, возможно, человеку из мировой элиты. Его меч всегда наготове. Он готов всегда за себя постоять. И если вдруг на него накидываются, он накидывается в ответ, гневается и агрессирует. Он никогда не останется в стороне. Цвет крови говорит о том, что пажу очень важно и очень нужно питаться негативной энергией. Красный цвет – это цвет крови, это цвет страдания человечества. Он коронован, потому как кто-то его приблизил к себе, сделал его своей правой рукой. Повернут к нам паж рациональной стороной, правой стороной, обладает логическим мышлением, хитростью, мудростью и делает все в угоду себе, исходя из своих собственных пожеланий. Его левая сторона тоже не спит, она синего цвета. Синий цвет – это цвет интуитов, цвет людей, которые очень хорошо чувствуют, возможно, даже обладают какими-то эзотерическими магическими способностями, либо входят в какой-то культ извне. Он следит за людьми, он следит за обществом, за народом, возможно, следит за реакцией людей на его какие-то высказывания. У него всегда, как я уже сказала, наготове меч. Если что-то вдруг ему кто-то говорит, он говорит в ответ всегда. И пажи мечей в колоде «Безумная луна» – это всегда, еще раз повторюсь, люди второго сорта, скажем так, да, это люди-шестерки, не обладающие какими-то вселенскими знаниями и умениями, это люди, которые умеют вещать, которые умеют забалтывать, и люди, которые манипулируют людьми, глядя на их реакцию. Они что-то говорят, что-то высказывают, смотрят на реакцию, наблюдают за этой реакцией, собирают вот эту негативную энергию и рассказывают тому человеку, кто стоит выше пажа, да, тот, кто нанял этого пажа себе в так называемые
шестерки, да, пусть это будет так грубо звучать, но так оно и есть. То есть это человек, который не обладает каким-то незаурядным мышлением, однако исходит и действует, исходя из собственной выгоды, и кому-то что-то рассказывает, наблюдая за реакцией общества. Очень суровые люди по пажу мечей проходят как психопаты, потому как не совершенно сочувствуют людям, не имеют эмпатии, в 100% случаев не имеют эмпатии, и наблюдают за тем, за каким-то негативом, да, питаются негативом людей. Этот негатив сеют в массы. Вот это характеристика личности Владимира Соловьева. Основная. Сейчас посмотрим его сигнификатор. Сигнификатор – это его настроение на сегодняшний момент времени. В каком умозаключении, умонастроении он находится сейчас, каков его эмоциональный фон, о чем он, возможно, сейчас думает. Покажите нам, пожалуйста, карты сигнификатор Владимира Соловьева. Сигнификатор Владимира Соловьева. Его настроение, умозаключение, эмоциональный фон. Башня. Что-то рушится сейчас, да, но башня такая необычная у нас в колоде Безумной Луны. Обратите внимание, что какое-то инопланетное существо направило свой луч на башню, и башня начала рушиться. Башни рушатся, люди летят вниз, люди как-то страдают, люди кричат, люди пытаются спастись. Однако башня рушится не вся, а рушится только крыша башни. И несмотря на это, люди все равно падают вниз, думая о том, что случилось самое непоправимое. Так вот, сейчас его сигнификатор – это то, что он думает, что происходит что-то непоправимое для него. Его подсознание ему подсказывает какие-то страсти о том, что он что-то сейчас не то делает, чем-то не тем занимается, ему сейчас страшно, ему боязно, он опасается за себя, за свою семью и за то, что может случиться что-то непоправимое, что-то он сделал или что-то он сказал, или что-то происходит сейчас в его жизни, что перевернуло полностью его сознание от и до. По карте башни, 16-му старшему аркану в Безумной Луне, говорит с нами наше подсознание, и наше подсознание играет с нами злую шутку. Он задумался о чем-то, и ему кажется, что вот здесь вот он был неправ, или вот здесь вот там, я не знаю, его поймали с поличным, да, или что-то сейчас в его жизни происходит, что может перевернуть его жизнь на 360 градусов. И это коснется как его, так и его семьи. Он о чем-то беспокоится, чего-то боится, и боится какого-то наказания. И ему на самом деле это наказание, возможно, даже и не светит, но ему об этом подсказывает его мозг, его голова. Он борется сейчас со своим подсознанием. Ему сейчас непросто, что-то меняется в его жизни и меняется не в лучшую сторону. Третий вопрос от подписчиков. Что на самом деле думает Владимир Соловьев об СВО? Что на самом деле, карты, скажите нам, пожалуйста, правду, думает Владимир Соловьев об СВО? Что на самом деле думает Владимир Соловьев о специальной военной операции? Что на самом деле думает Владимир Соловьев о специальной военной операции? Угу. Он положительного мнения об СВО. Сразу говорю, да, у нас практически все карты здесь вышли положительные в сторону СВО, в сторону специальной военной операции. То есть кто говорил то, что он против? Нет, неправда, он не против. И он ждет здесь какого-то своего почему-то звездного часа. Да? Здесь карта семерочка кубков, простите, указывает на то, что он хочет создать что-то свое. И что-то свое он скоро создаст. Скоро расцветут и окрепнут плоды какого-то его труда. Очень скоро, по троечке. Третий старший аркан императрица и троечка жезлов говорят о том, что очень скоро что-то случится, где Владимир Соловьев внесет свою лепту, напишет что-то свое или создаст что-то свое, да, от своего имени и будет там каким-то главным приспешником. 15-й старший аркан дьявол. Он сейчас зависим по 15-му старшему аркану от этой идеи. 15-й старший аркан дьявол говорит об аддикции, зависимости от какой-то идеи, которая сейчас посещает Владимира Соловьева по поводу СВО. Вот какая-то будет
ситуация, где он будет править чем-то или он будет управлять чем-то, тогда, когда специальная военная операция еще не закончится, когда еще не закончится война на Украине. Он страшно боится всех подвести по девяточке мечей, да, он просыпается ночью в холодном поту, страшно боится всех подвести, потому что он гиперответственно относится к этому делу, которое ему дадут, да, и он думает, что он еще пока паш, что ему еще нужно немножко подучиться, немножко поднабраться опыта, и тогда он будет готов. К чему-то Владимира Соловьева готовят. И готовится своим каким-то, если это можно так назвать, проектом, который родится очень скоро. И начало это будет положено в России, да, в государстве, в котором мы с вами сейчас живем, да, в Российской Федерации. И случится это очень скоро, и он как-то торопится, да, торопится, чтобы это быстрее как-то случилось, но думает, что пока еще рано, ему страшно, он думает, что пока он не все изучил. Не со всех граней, не со всех сторон он изучил этот вопрос. Что он думает об СВО, положительное мнение об СВО, он ждет своего звездного часа, который вот-вот наступит, что-то, и к чему-то его готовят в этой специальной военной операции. Какая-то, передача у него уже есть, да, но что-то будет, что он будет творить либо собственными руками, либо своей головой, да. И плоды его труда скоро расцветут, потому что он будет главным дьяволом во всем этом мероприятии, скажем так. Он очень ждет своего звездного часа, но очень боится всех подвести. Какое его мнение об СВО, положительное его мнение об СВО, он даже не думает про специальную военную операцию, он ждет своего часа, потому что это человек, зависимый от какого-то мнения со стороны. Возможно, даже нарциссическое расстройство личности здесь присутствует. Как на самом деле Владимир Соловьев относится к своему народу и к стране, в которой он живет, то есть Россия? Как на самом деле Владимир Соловьев относится к своему народу и к стране, в которой он живет, то есть Россия? Как на самом деле Владимир Соловьев относится к своему народу и к стране, в которой он живет, то есть к России? Работает на публику, так сказать, да? Скажем так, работает на публику, а на самом деле плевать он хотел. Здесь работа на публику. Глотатель мечей лежит в неудобной позе, и меч сейчас просто проткнет его насквозь, если он не встанет в удобную позу. Он специально лег буковкой Г для того, чтобы поразить толпу удивленную. Да, он работает над своим имиджем. Работа над своим имиджем вместе с картой семерка мечей, карты восьмерка пентаклей говорит о работе над собственным имиджем, да, и то, что ему не всегда нравится, то, что выходит, да, его имидж не полностью идеален для него, идеален тот имидж, который он создал, воссоздал перед народом. На самом деле плевать он хотел на народ, потому что карта король кубков говорит о наплевательском отношении данного персонажа к народу. Мыслит он рационально, только о себе думает, да, рациональной стороной к нам повернут, и король у нас на карте черного оттенка, черный цвет кожи, говорит о том, что мысли его самые черные и направлены только на себя. Эгоист, человек эгоцентрик и, возможно, я же говорю, нарциссическое расстройство личности присутствует. Кстати, по этой карте очень здорово проходят люди нетрадиционной сексуальной ориентации, так скажем, да, либо сексуальной ориентации и нашим, и вашим. Он очень любит прожигать чужие деньги, тратить их, да, не зарабатывая их собственным трудом, либо зарабатывая, но очень легко и просто. Да? В то же время он очень старается для создания своего имиджа, для того, чтобы народ думал о том, что он за них, за людей Российской Федерации, да, то есть я за вас, посмотрите на меня, я борюсь за вас, да, я работаю тут, не покладая рук, день и ночь, да, создаю вот такие вот программы, вот такие вот передачи и говорю о том, что Россия должна победить. Я делаю это только для вас. Но на самом деле это создание имиджа. Он долго шел к этому имиджу, он работал усердно для того, чтобы толпе людей показать, какой он хороший, какой он замечательный. Но на самом деле его не волнуют. Здесь ворона пролетает над женщиной, да, и хочет подарить ей письмо, в котором написано все самое главное. Но женщина не обращает на ворону никакого внимания. Вот как женщина не обращает на ворону никакого внимания, так же ему плевать на народ. Он только кочевряжется и умеет только подать вид, а он это хорошо умеет, он хороший актер. Подать вид, что ему действительно важно мнение народа, и ему важен народ сам. Здесь
конечно же, игра на публику, и здесь плевать он хотел, он выпьет за ваше здоровье, но больше он не сделает для вас, да. Плевать он хотел на народ, он просто создает себе имидж такого человека, которому важен народ в Российской Федерации. На самом деле он работает только для себя любимого. Я же говорю, здесь похоже на нарцисса, на нарциссическое расстройство личности. Относится ли Владимир Соловьев к культу масонов? Относится ли Владимир Соловьев к культу масонов? Является ли он инструментом в реализации их планов? Относится ли Владимир Соловьев к культу масонов? И является ли он инструментом в реализации их планов? Относится ли Владимир Соловьев к культу масонов и является ли он, ну, конечно, десяточка пентаклей сразу вышла, да? Здесь кто-то главный, а кто-то ребенок. Ребенок, скорее всего, он учится у какого-то человека, который выше него, да, так скажем, у человека, стоящего где-то вот во главе, наверху иерархии, наверху этой пирамиды, да, и, конечно же, по первой карте мы сразу можем понять, десяточка пентаклей, он долго к этому шел, он относится к культу масонов, безусловно, к культу тех, кто знает больше, чем знаем мы, это естественно, если он занимает такое место, да, и тем более он вещает о таких вещах, и тем более на таком канале, как «Россия-1». Но он пока начинающий, я же говорю, да, он пока маленький, он пока паш, он пока еще не вырос до таких размеров, до которых он сам хотел бы вырасти, он пока только идет, аккуратненько ступает по тонкому льду на ходулях и учится у мастеров мировой элиты. Несмотря на то, что он уже взрослый дядька, он еще юнец во всем этом мероприятии, так скажем. Является ли он инструментом по осуществлению планов? Но если он входит в культ масонов, то, конечно, он является инструментом по реализации планов иллюминатов, масонов, да, естественно, его держат вот так вот, как какую-то приманочку, да, ему это не всегда нравится, не совсем нравится, да, то, что с ним происходит, ему это как-то разбивает сердце, то, что он является приманкой, он является для людей тем каким-то триггером, которых людей сводит с ума. Люди часто говорят, вот, Владимир Соловьев такой, сякой, и это им и нужно как раз-таки, да, создавать негатив среди людей, сеять негатив в массы. И вот Владимир Соловьев как раз является вот этим самым триггером, который включается у людей, когда они его видят, когда они его слышат. Вот его держат как раз как приманку сейчас в мировой элите. Он является пока учеником, его держат как приманку для того, чтобы управлять людьми, управлять обществом. Это по нечестному правосудию, да, и ему это иногда разбивает сердце, но это такое притворство, это человек-драматик, да, он думает, ну я же могу больше, чем быть просто пажом, я же могу быть больше, чем просто приманкой, чем просто шестеркой, но он пока только учится. Он действительно заключил договор с темными силами, это правда, по двоечке кубков, выпить со смертью на брудершафт, да, по нечестному правосудию. Он знал, чем все это обернется, и он давно уже заключил договор с темными силами, ему иногда не нравится то, что его как держат за приманку, то, что он еще только начинающий человек вот в этом во всем, вот в этой во всей мировой элите, да, но однако, да, действительно, Владимир Соловьев является масоном, является инструментом в реализации их планов, то есть является триггером для людей, когда они его видят, они начинают негативить, негодовать, почему этот человек вещает в массы и почему он вообще находится на одном из главных телеканалов России, да, но действительно он является тем самым инструментом, тем самым триггером для общества. Общество его кто-то не любит, кто-то наоборот любит, да, я не знаю тех людей, которые любят Владимира Соловьева, но однако он является вот инструментом для масонов. Подписчица мне написала, на Соловьева было покушение, кто хотел его убить. На Владимира Соловьева было покушение, кто хотел его убить. На Владимира Соловьева было покушение, кто хотел его убить. На Владимира Соловьева было покушение, кто же хотел его убить.
Человек, который ему доверился изначально и разочаровался в нем, потому как Владимир его предал. Да, это вообще показывают женщину. На самом деле интересно тогда. Показывают женщину, разочаровавшуюся в человеке, с которым у него были интимные отношения. Интимные отношения были у Владимира Соловьева. Мне не надо сейчас писать, что он женат. Я прекрасно знаю, что он женат. Ну и что? Что женат, да? То есть тут как бы женщина, обиженная женщина, королева мечей, воздушный знак зодиака, с коими они были любовниками, любовники, карта такая греховная, да? То есть здесь любовники не должны друг с другом встречаться. Здесь человек его как-то восхвалял, как-то ставил выше себя. Человек, то бишь женщина, да? Которая не различила по шестерке кубков, карта черная и белая, да, не отличила черное от белого, не поняла, что этот человек на самом деле мерзкий. Поверила ему, вот обиженная королева мечей, поверила, пыталась его убить, да, было покушение, были они с ней любовниками, она его ставила выше себя, он от нее сбежал из горящего здания, как-то предал и сбежал от нее. И она негодовала по этому поводу. И именно какая-то женщина покушалась на Владимира Соловьева, которая не отличила черное от белого, не поняла, что это на самом деле за человек. И как он ее может предать, как он может от нее уйти, и как он может ее оставить с носом. Что-то там такое случилось, после чего она решила его наказать. Но, видимо, не получилось. По поводу недвижимости. Недвижимость Владимира Соловьева за рубежом. Недвижимость Владимира Соловьева за рубежом действительно арестована. Недвижимость Владимира Соловьева за рубежом действительно арестована. Про ту недвижимость, про которую нам говорят СМИ. Недвижимость Владимира Соловьева за рубежом действительно арестована, как нам говорят СМИ, или это неправда? Недвижимость Владимира Соловьева действительно арестована, как нам говорят СМИ, или это неправда? Карты, скажите нам, пожалуйста. Она не арестована, она под наблюдением. То есть не конфисковали, не забрали, она под наблюдением сейчас у некого императора. Что-то неправильное сделал Соловьев, что сейчас недвижимость находится под наблюдением у некоторого императора, у какого-то главы, который думает сейчас, да, думает о том, чтобы забрать, не забрать. И Соловьев этого очень сильно боится. То есть здесь не арестованное имущество, здесь только слухи, здесь только домыслы, здесь только то, что нам говорит СМИ. На самом деле эту недвижимость еще не забрали. Соловьев этого очень боится, она под наблюдением у какого-то императора находится, и только он может решить, забрать или не забрать, да? Здесь была какая-то нечестная игра со стороны Соловьева, и, возможно, недвижимость в скором времени заберут, но ее еще не забрали. То есть она числится сейчас на нем, и она, в принципе, в его полноправном распоряжении. Поэтому недвижимость пока еще не арестована официально. Как долго еще Владимир Соловьев будет вещать с экранов телевизоров? Закроет ли его передачу «Вечер с Владимиром Соловьевым»? Как долго еще Владимир Соловьев будет вещать с экранов телевизоров? Закроет ли его передачу «Вечер с Владимиром Соловьевым»? Как долго еще Владимир Соловьев будет вещать с экранов телевизоров? Закроют ли его передачу? После того, как рейтинги упадут, да. Скоро упадут рейтинги, людям будет скучно, неинтересно. Скоро преподнесут что-то другое. От чего люди будут отмахиваться, но с тем же самым успехом люди от чего отмахиваются, то им интересно, понимаете? Вот сейчас люди негативят, люди не любят Владимира Соловьева, люди отмахиваются от этого человека, а рейтинги его растут, понимаете, все равно. И случится что-то такое, будет что-то такое лучше,
чем передача с Владимиром Соловьевым. Интереснее. Преподнесут какую-то новую информацию, о чем люди будут думать. Карта рефлексии, карта постоянно накручивать, переливать из пустого в порожнее. Вот об этой передаче будут скоро думать люди и отбиваться от нее. Однако, отбиваясь от этого, и от этого человека, кто будет вести эту новую передачу, они тем самым будут манипулируемы этими людьми. И точно так же будут в лёжку лежать, оденут на себя шутовской наряд и будут смотреть эту передачу. Им будет интересно, что же будет происходить. Они будут плеваться, будут негативить, будут говорить, что закройте передачу, уберите этого ведущего. Но будет что-то новое, людям станет скучно, скоро будет не актуален вечер с Владимиром Соловьевым. Преподнесут что-то новое, но людям будет нравиться, несмотря на то, что они будут вставать в позу и говорить, как так. Все равно люди такие существа, вы уж простите меня, да, за такое сравнение, которые надевают на себя шутовской наряд и думают, что им можно лить в уши спокойно. И нам спокойно льют в уши любую информацию, мы ее слушаем, она нам не нравится, мы плюемся, но мы все равно смотрим. И от этого рейтинги растут. Мы манипулируем людьми свыше, сверху. И скоро передачу Владимира Соловьева закроют. Скоро он исчезнет именно с экранов. Но давайте посмотрим его итог. Его конечный итог. Не как телеведущего, а как пропагандиста. Итог Владимира Соловьева, к чему его готовят в России или в другой стране. Итог Владимира Соловьева, к чему его готовят в России или в любой другой стране. Итог Владимира Соловьева, к чему его готовят в России или в другой стране. Берегут для чего-то, да, для каких-то дел. Угу. Сила. Берегут для каких-то дел. Карта туз кубков. Берегут его, да? Женщина несет кубок полной любви, чашу любви, чувства, эмоций, и его для чего-то сейчас берегут, к чему-то его готовят. Готовят его к тому месту по пятерке пентаклей, где он почему-то особенно уязвим, где за ним сейчас наблюдают и ненавидят его больше всего. Почему-то вот он поедет именно туда, не в России это будет, а в каком-то другом месте, где его сейчас ненавидят больше всего. Он будет обитать там. Обитать там, кстати, после того, как его передачу закроют. 8 жезлов, женщина рубит свои жезлы, женщина рубит плоды своего труда, но ей сразу же поступает какое-то новое предложение, какая-то новая весточка. Сразу после того, как его передачу закроют, он уедет туда, где его сейчас больше всего презирают и ненавидят, и его для этого сейчас готовят. Но не в этой стране, а там, где он будет полноправным королем. Понимаете? Сейчас, на данном этапе времени, по 7 пентаклей, он подпитывается страданиями людей, он несет негатив в массы. 7 пентаклей говорит о том, что ведьмочка подошла к дереву и тычет в него волшебной палочкой, а с дерева течет кровь. Мол, давай быстрей, чтобы плоды твоего труда наконец-то я получила, да, чтобы они упали с твоих веток. Так вот, точно так же, как эта ведьмочка, терроризируя наше общество, сейчас Владимир Соловьев питается страданиями, кровью людей. Но это не то, чего бы он хотел на самом деле, по силе. Сила – это человек, который борется сам с собой, со своим внутренним «я», со своим внутренним голосом. Это не то, чем бы он хотел заниматься, чем он занимается сейчас. Да, он сейчас подпитывается негативом. Да, он сейчас сеет негатив в массы и подпитывается страданием, кровью и страданием общества. Это я не в буквальном смысле, конечно, да, про кровь говорю. Но его готовят к чему-то большему. Какая-то миссия есть у этого человека, куда он поедет, где действительно он будет каким-то для начала отбросом общества, потому что там его, простите, там его ненавидят. И поступит ему предложение, хотя он уже знает об этом предложении. И там он будет полноправным королем. Там будет что-то такое, к чему его готовят сейчас. Он не просто так сейчас на экранах телевизоров. Не просто так он является пропагандистом.
Он сейчас подпитывается кровью людей, страданиями людей, но это не совсем то, чего бы ему хотелось по силе. Он хотел бы большего, он хотел бы короля, и короля ему подарят, и короля ему организуют. А пока он только паж, который учится. Ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете об этом видео, что вы думаете о Владимире Соловьеве, куда он отправится, как вы думаете, что он будет делать там. А с вами была Энергия Таро. Я вас очень люблю. До новых встреч.